Это отличная новость. Боевой континент продлили. Мы сможем смотреть это крутое аниме немножко дольше. Конечно, это не 300 серий, как многим хотелось бы, и мне в том числе, но тоже существенно. Итак, создатели официально пересмотрели количество серий в срочном порядке, добавив 8 эпизодов. Ранее было 250 серий, теперь запланировано 258, но фильм снова отложили. На главной странице анимации Боевого континента счетчик серий поменял число с 250 до 258 эпизодов. Это очень интересно, но с другой стороны, многие фанаты скажут спасибо, потому что аниме закончится не так быстро. Исходя из прошлого количества серий, до конца аниме оставалось всего 5 эпизодов, но теперь их выйдет 13, а значит это еще 3 месяца до окончания. С чем это связано, официально не объяснили, но вероятнее всего это случилось из-за сокращения времени серий. Хронометраж урезался несколько раз, с 15 минут до 10, но сам сюжет и события никуда не делись, их нужно показать, поэтому нужны дополнительные серии. Чтобы вернуться в нормальное русло и вместить оставшийся сюжет, как раз и нужны эти дополнительные серии. Полнометражный анимационный фильм, скорее всего, начнется со встречи Тансана с Тяньринсюэ в Великом Звездном лесу. Но до этого нужно победить Темного Бога Тигра, сразиться с Императором Людолицых Пауков и убить 3 братьев-муравьев. По сути, все эти 13 серий Тансан будет получать новые кольца, целых 5 штук, и к моменту встречи с Тяньринсюэ у него будет 8 колец на молоте чистого неба. Есть также еще одна причина – добавление оригинальных сюжетов, которых нету в первоисточнике. Например, во время битвы у перевала Дзялин было создано много новых сюжетов, которых не было в оригинале, что делало эту главу длинной и неказистой. О битве у перевала Дзялин можно было рассказать в 10 эпизодах, но анимационная студия отвела этому почти 20 серий. Да, первоначальный план был 250 эпизодов, но по ходу дела сюжет был немного затянут, и поэтому трудно закончить вовремя. Другая причина заключается в том, чтобы при окончании серии плавно перейти на фильм по Боевому континенту. Мы уже не раз говорили об этой новости в видео. Создатели выпустят театральную версию фильма, который продолжится на том месте, где закончится аниме. Сообщается, что в этом фильме также официально используется технология Unreal Engine 5. Согласно регламенту театральной версии фильма, продолжительность не должна быть менее 90 минут, обычно до 120 минут, а бюджет куда выше, чем в аниме. Кстати, вот из-за этого фильм и будет отложен. Серии продлили, а он не может выйти, пока не закончится аниме. Хотя может все наоборот, фильм задерживается. Поэтому создатели сократили серии и увеличили их количество, чтобы немного потянуть время. С аниме «Пожиратель звезд» от этой же студии тоже не все гладко. Серии были сокращены с 15 минут до 10, но с 74-й серии хронометраж восстановится к обычному. Вернется ли нормальное время серии Боевого континента до финала? Скорее всего нет, до самого конца серии будут менее 20 минут, иначе создатели сделали бы соответствующее объявление. Как восприняли многие фанаты такие изменения? С одной стороны, то, что количество эпизодов увеличили, радостная новость, но многие писали, что все же было бы намного лучше, если бы вернули привычный хронометраж в 20 минут. Короткие серии не так интересно смотреть. Боевой континент транслируется уже более 5 лет. Это самое популярное аниме Китая. Количество трансляций анимации Боевого континента уже превысило 30 миллиардов. Это успех феноменального уровня. Будем надеяться, что с предстоящими анимационными фильмами создатели также не подкачают. Недавно анимационная студия Боевого континента выпустила интересный кроссовер, соединив персонажей всех своих аниме. Наверное, это сделали в честь Года Кролика. Сяву ведь имеет дух кролика. И здесь мы видим и Тансана с Сяву, а также Луафена и Бабату из Пожирателя звезд. Есть персонажи из Вугена, а также из аниме Легенда об экзорцизме. Среди новинок Призрачный клинок. Эта студия скоро выпустит аниме по крутейшему комиксу Призрачный клинок. В общем, видео очень интересное. Можете посмотреть его целиком на моем втором канале по ссылке в описании. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, рады ли вы, что Боевой континент продлили. Подписывайтесь на канал и всем пока.